Всем привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел бы рассказать про школу материи. В эту школу входят заклинания, книга заклинания стука, книга заклинания волшебного замка, книга заклинания копания, книга заклинания полиморфа и книга заклинания отмены. Собственно, стук это у нас первый уровень, волшебный замок второй уровень, раскопки, то есть копание пятый уровень, полиморф 6, отмена 7 уровня. Все они имеют направление луч, то есть они кастуются как на вас, так и на соседних. Врагов могут кастоваться. Чтобы прочитать соответствующие книги, для стука это 3 действия, для волшебного замка это 5 действий, для копания 32 действия, для полиморфа 50 действий и для отмены 66 действий. А теперь на каждом более подробно остановимся. Книга заклинания отмены. Это 7-й уровень, требуется 35 единиц магии. Направление луч эквивалентно палочке отмены. Чтобы прочитать, нужно 64 хода либо действия. Чернила, чтобы написать, от 35 до 69. В NetHack книга заклинания отмены позволяет вам выучить заклинание отмены. При применении заклинания выпускает луч, который работает точно так же, как жезл отмены. Предметы не будут ни прокляты, ни зачарованы. Свитки и большинство книг будут очищены. Большинство жезлов и магических инструментов потеряют свои заряды, а большинство зелий превратятся в воду. Каждый из монстров, пораженный этим заклинанием, должен пройти проверку магического сопротивления монстра. Если они потерпят неудачу, они могут потерять большую часть. Или все свои специальные атаки. Книга заклинания отмены — единственная книга, которую нельзя превратить в книгу заклинания чистой бумаги с помощью заклинания или жезла отмены. А заклинание также не может отменить жезл отмены или жезл ничего. Присутствует такой жезл ничего на первом уровне вместе со светом. Заклинание очень сложно произнести, и его полезность сомнительная. Палец смерти, ударное заклинание школы атаки, может сразу убить большинство монстров за ту же магическую силу. В большинстве ситуаций достаточно удара палочкой отмены, обладая теми же преимуществами и недостатками, но без требования к высокой магической силе. Однако заклинание имеет некоторые преимущества перед жезлом. Книга заклинания не требует особого ухода за сумкой, как жезл отмены. В сумку, в бакхолдинг нельзя класть жезл отмены, потому что сумка, скорее всего, взорвется. Вы могли это наблюдать на одном из моих стримов. Не стримов, а видео. На более высоких уровнях опыта заклинание имеет значительное преимущество в успешном прохождении проверок сопротивления магии монстров. Книга заклинаний полиморфа. Это 6-й уровень заклинания, 30 очков энергии требуется. Направление у нее луч эквивалентно палочке полиморфа. Чтобы читать, требуется 48 действий, чтобы написать от 30 до 59 чернил требуется. Книга заклинания полиморфа позволяет вам использовать заклинание полиморфа, создавая луч, который превращает любого монстра, предмета или игрока, в котором он попадет, во что-то другое того же типа. Превращение — один из самых сложных и полезных способностей в игре. И наличие книги заклинаний и возможность ее применения чрезвычайно полезны, если применять ее правильно. Есть несколько аспектов полиморфизма, которые позволяют вам реализовывать эту книгу заклинаний. Прежде всего, вы можете использовать ее на монстрах, домашних животных и на себя. Направлять на монстра очень плохая идея, поскольку они порождают монстра, находящихся за пределами глубины. Но может сработать, если вы встретите монстра, находящегося за пределами глубины.
Он также может быть полезен для воздушных элементалей на плане воздуха. Учитывая, что превращение их практически во что-либо еще, скорее всего, делает их менее опасными. Хотя заклинания чар более низкого уровня, если они доступны, обычно лучше использовать вашу магическую силу против них. Применение его к домашним животным позволяет вам, по сути, менять формы домашних животных, пока вы не получите более сильно. Остерегайтесь системного шока. У монстров есть шанс 1/25 быть убитым полиморфом, если он не сопротивляется самому полиморфу. Это сломает пацифистское поведение. Пацифистское поведение это изначально, если вы не атакуете монстров, имеется в виду эффект пацифиста, то есть вы проходите игру без атаки монстров напрямую. За вас это делают другие монстры. Системного шока это, скорее всего, подразумевается то, что электричество. Для изменения формы питомца обычно предпочтительно использовать полиловушку. Полиморфная ловушка, про ловушки вместе отдельное видео, если интересно, можете посмотреть. Поскольку она не несет в себе риска системного шока. Ну, собственно, про системный шок говорю, это, скорее всего, электричество. Вы можете нанести его на себя против случайного существа. Это не очень полезно и может даже оказаться разрушительным, в зависимости от того, в какую форму вы превратитесь. Оно станет очень интересным и полезным, если вы приобретете кольцо управления полиморфом, которое позволяет вам выбрать форму, в которую вы можете превратиться. Амулет неизменности можно использовать, если вы хотите сохранять текущую форму без необходимости ее повторного полиморфа. То есть, например, вы превратились, не знаю, в лорда-вампира, грубо говоря, и вы одели на себя амулет неизменности, и вы постоянно ходите в этой форме. И когда прошел уже полиморф, но все равно амулет неизменности не дает вам вернуться в форму вашего, ну, например, грубо говоря, человека. Если вы нанесете его на себя, вы превратите случайного монстра. А это я уже читал. Однако это очень рискованно, поскольку если вас убьют в форме существа, нося амулет неизменности, вы умрете, а не вернетесь обратно. Ну, собственно, амулет неизменности, по сути говоря, вас убьет, если вы погибнете в форме основной вашей. Но если вы не будете носить амулет неизменности, вы при смерти вы потеряете одну выносливость и превратитесь обратно в то существо, в котором были. Вы также можете полиморфировать ненужные предметы в надежде создать что-то полезное. Процесс называется полипалингом. Ну, что такое полипалинг? Возможно, в отдельном видео, ну, либо сейчас в двух словах я вам скажу. Кладете в ряд по 2, по 3 предмета в стопке. Так называемое, вы кладете в линию по 2, по 3 предмета в каждой стопке, а предметы должны быть именно магические. То есть это могут быть как оружие, так и доспехи, также инструменты, обязательно магические инструменты. И их просто большое количество нельзя класть, потому что вы создаете голема, которого нужно будет еще уничтожить. Маленькое количество можно класть. Лучше, как говорится, несколько маленьких кучек, чем одна большая. Вот. Вы просто используете палочку полиморф, и тем самым у вас новые предметы, которые по желанию можно оставить, по желанию попробовать еще раз заполипалить. В сочетании с глазом Эфиопия, око Эфиопия, квестовый артефакт этого волшебника. Он нейтрального вероисповедания, можно получить и любой другой класс. То есть, будь то у вас там монах, либо кто-то другой, кому тоже очень сильно нужна магия.
Вы можете делать это неоднократно, чтобы создавать ценные предметы из обычных предметов. Однако обратите внимание, что полиморфные предметы будут иметь одинаковый статус, количество использований, если это палочка либо инструмент, чар и класс. Статус имеется в виду проклятости, то есть они благословленные, не проклятые, либо проклятые. Количество использований, я думаю, и так понятно. То есть, например, если вы магический маркер заполиморфите, обратите за что-то другое, то количество зарядов у него не изменится. Кроме того, нам придется отдельно заряжать его. Кроме того, книги заклинаний будут уходить с наименьшим количеством применений. Быстро станут нечитаемы из-за потери всех способностей использования. Есть шанс, что полипайлинг создаст голема и просто уничтожит предмет. Про голема я только что говорил, его, по-моему, просто нужно будет уничтожить. А уничтожить предмет, вы, по сути, потеряете все ваши предметы. А книги заклинаний, скорее всего, у вас просто... У книг, по сути, 3 из чтения. На 3-м чтении она разрушается. А так, она, получается, при полипайлинге у вас одно чтение уже прогорает. Соответственно, у вас остается одно чтение, и на 2-м чтении книга просто исчезнет. Наличие доступа к заклинанию и вот магические марки практически не нужно, поскольку вы можете продолжать собирать ненужные свитки, пока не получите, которые вам нужны. Затем вы можете сохранить заряды магического маркера для написания книг, для которых сложнее использовать полипайлинг. Однако увидите, что вы не полиморфируете слишком много свитков одновременно, и вы можете создать бумажного голема, потеряв все ваши свитки. Опять же, о чем я и говорю, то есть 2-3 вещи кладете в стопку, и лучше несколько стопок создать и просто палочкой ударяете в линию. Тогда проблем не должно возникать. Голем, конечно, может возникнуть, но там шанс не такой большой. Следующая книга, это книга копания. Заклинание 5-го тира стоит 25 единиц магии, направление луч. Эквивалентно палочке копания. Чтобы прочитать эту книгу, требуется 30 очков действий, либо ходов. Чернил, чтобы написать, требуется от 25 до 49 чернил. В NetHack книга заклинания позволяет вам выучить заклинание копания. Это заклинание материи 5-го круга. И для чтения этой книги требуется 32 очка действия. Это специальное заклинание для пещерных людей. 2,3% всех случайно сгенерированных книг будут именно книгами раскопок. У волшебника Эндора всегда с собой книга заклинания для раскопок. Он гарантированно ее, когда он гарантированно снова появится на плане Земли. То есть волшебнику Эндору, вашему главному врагу квеста, подбрасывают целенаправленно книги, чтобы от него невозможно было заблокироваться. При использовании эффект аналогичный удару жезла копания. Он выпускает луч в выбранном направлении, который прорывается сквозь стены и может создать дыры в полу. Несмотря на то, что заклинание имеет большинство тех же целей, что и жезл копания, оно является довольно высокоуровневым и энергоемким для своей полезности, особенно когда более распространенный жезл дает те же преимущества и возможность выигрывать Элберет в обмен на ограничение платы за палочку. Количество зарядов имеется в виду. Для научения заклинания материи, что в конечном итоге наложить заклинание полиморфа, заклинание стук или блокировка волшебника лучше подходит из-за своей низкой стоимости
и сравнительно более широких вариантов использования. К тому времени, когда вы достигаете генома, у вас, как правило, 25 плюс уровень. У вас, как правило, будет большой запас палочек-копателей. Вы можете получить их от минотавров и других врагов. Поэтому обычно не стоит учитываться на этом этапе, если вам не нужно забываемое заклинание для быстрого замешательства. Но для быстрого замешательства лучше использовать и низкоуровневые заклинания, потому что оно будет более эффективной по магии затратам. Заклинание почти гарантированно будет бесполезно для пещерных людей, особенно учитывая наличие жезла копания. Даже со специальным бонусом заклинания и мантии пещерные люди имеют второй по величине штраф заклинания среди всех ванильных ролей, что усугубляет уже существующие выше проблемы с заклинанием. Гарантированная книга раскопа, которую вы можете получить у волшебника Эндора на плане Земли, предназначена для использования в качестве резервной копии на случай, если у вас нет других источников раскопок. Это также относится к сопровождающим минотаврам и эльфийскому королю, которые представляют более быстрое палочкокопание и шанс на кирку соответственно. Несмотря на это, на этом этапе у вас все равно должно быть достаточно собственных палочек, а также возможность их зарядки при необходимости. Книга волшебного замка. Это заклинание второго уровня, 10 очков магии требует. Направление луч. Эквивалентной палочки закрытия. Чтобы прочитать текущую книгу, потребуется 3 хода, либо 3 действия. Чтобы написать ее, от 10 до 19 чернил. Единиц. В Нетха книга заклинания блокировки волшебника позволяет накладывать заклинание блокировки волшебника на заклинание материи второго уровня. При использовании эффект такой же, как и у жезла, который закрывает и запирает любые открытые двери и запираемые контейнеры в направлении, в котором он был брошен. Если применить его на пустой дверной проем, он создаст закрытую дверь. Дополнительную информацию можно найти в Wizard Log. Как и палочка заклинания волшебного замка, полезна для закрытой двери на расстоянии, что очень удобно при побеге от определенных монстров, которые не обладают руками, телепортацией либо фазированием. Также обеспечение безопасности комнаты по другим причинам, например, для танца медсестрой или применение жертвы на алтаре, найденной за пределами храма. Его можно также использовать вместе со стуком, чтобы превратить подъемный мост моста в оружие. Однако палочка может предпочтительной для всех этих целей из-за стоимости энергии, если у вас нет под рукой средств регенерации и восстановления энергии. И это и заклинание нокдауна также можно использовать в тренировке навыков владения заклинания материи, чтобы использовать заклинания высокоуровневые, такие как полиморф и копание. Книга заклинания стука либо открытия. Первый уровень заклинания 5 очков магии. Направление луч эквивалентно палочке открытия. Чтобы прочитать, требуется 1 очко действия, чтобы написать от 5 до 9 чернил. Нетха книга заклинания нокдауна. Поэтому вам выучить заклинание нокдауна. Эффект тот же, что у жезла открытия. Он открывает двери и контейнер, а также открывает секретные двери. Поскольку отмычкой
можно открыть двери без затрат энергии, ну, имеется в виду, скорее всего, ключом или отмычкой. Также можно открыть кредитной картой. Это заклинание считается практически бесполезным, и книгу обычно выбрасывают, складывают в кучу или перезаписывают. Однако у него есть много других применений. Помимо очевидного в качестве заклинания материи, можно использовать для обучения заклинаниям в школе, для более мощных заклинаний, в частности полиморфа. А также можно открывать секретные двери, расположение которых известно игроку, но не персонажу, особенно на особых уровнях, и может открывать подъемный мост замка без необходимости использовать заклинания для воспроизведения пассажа. Это обычно дудка используется, как так называемая бугле, вроде она по-английски, бугл прописано. Удар при произнесении также открывает двери на расстоянии. И делает это немного быстрее, чем это можно сделать с помощью ключа. И из-за этого он может быть полезен на астральном плане, хотя копательная палочка лучше, потому что она разрушит двери. Заклинание также заставит поглощающих монстров изгонять вас, что делает его полезным на плане воздуха. Он также освободит большинство видов ловушек, включая медвежьи капканы, паутину, ямы, закопанный железный шар или застревание в полу. Практически это также может освободить вас от застревания в лаве, но обычно вы сразу начинаете тонуть, если только вы, например, не левитируете. В общем и целом, заклинание стука полезное заклинание. Вот, на этом у нас школа материи закончилась. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.